На улицах городка Джексонвиль, штат Флорида, прохожие обнаружили крошечного котенка. Он был так мал, что казался всего лишь комочком пыли, случайно попавшим в этот мир. Одинокий, слабый и почти неспособный передвигаться, котенок сидел в углу под лавкой, дрожа от холода и страха. Его глаза были воспалены, шерстка облезла, а косточки торчали под тонкой кожей. Он с трудом держался на лапках, его дыхание было прерывистым, а голос едва слышным. Котенку на момент спасения было не больше 3 недель. В этом возрасте малыши еще слеповаты, слабы и абсолютно беспомощны без материнской заботы. Его состояние вызывало тревогу. Без еды, тепла и лечения он бы не протянул и нескольких дней. Однако судьба распорядилась иначе. Мимо проходила пара неравнодушных людей. Они заметили еле живого малыша и сразу поняли, что медлить нельзя. Завернув его в теплое полотенце, они отвезли его в ближайший приют — Jacksonville Humane Society, местный центр спасения животных. Там за жизнь котенка взялась волонтер по имени Кейтлин. Добрая, отзывчивая девушка с большим сердцем и опытом в выхаживании больных и осиротевших животных. Кейтлин назвала своего нового подопечного Реегаром в честь одного из персонажей любимой фэнтезийной саги. Имя показалось ей сильным, даже несмотря на то, каким хрупким и уязвимым был малыш в тот момент. Реегар не мог есть сам, поэтому Кейтлин кормила его каждые 2 часа из маленькой пипетки, согревала грелками и спала рядом с ним, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Первую неделю котенок боролся за жизнь. Его температура то поднималась, то падала, глаза почти не открывались, а дыхание оставалось затрудненным. Кейтлин консультировалась с ветеринарами, применяла специальные капли, делала ингаляции и внимательно следила за каждым его движением. Медленно, но верно состояние Реегара начало улучшаться. Через 2 недели после начала лечения Реегар стал активнее. Он уже мог самостоятельно держаться на лапках, интересовался окружающим миром, пытался играть с одеялом и тянулся к рукам своей спасительницы. В это время Кейтлин решила, что пришло время познакомить малыша со своей домашней любимицей, собакой по имени Грейс. Грейс была большой, ласковой собакой, породы ретривер, с мягкими глазами и спокойным, терпеливым характером. Она уже не раз наблюдала, как ее хозяйка приносит домой больных животных, но именно Реегар произвел на нее особенное впечатление. С первой же встречи между ними установилась удивительная связь. Стоило котенку оказаться рядом, как он буквально вцепился в бок Грейс и, подрагивая, заснул рядом, ощущая, наконец, то тепло, которого ему так не хватало. С тех пор они стали неразлучны. Грейс взяла на себя роль настоящей собачьей матери. Она охраняла котенка, облизала его, терпеливо позволяла ему карабкаться на себя, лежала рядом, когда он спал, и никогда не отлучалась далеко. Каждый раз, когда Реегар начинал пищать, Грейс стремглав мчалась к нему, проверяя, все ли в порядке. Она мягко подталкивала его мордой к миске с едой, когда тот забывал поесть, и даже учила играть, демонстрируя игрушки и аккуратно подталкивая их лапой в сторону малыша. Реегар же был в полном восторге от своей новой мамы. Он мурчал, как маленький моторчик, стоило ему только прижаться к Грейс. Он следовал за ней по пятам, пытался подражать ее движениям, ложился в ту же лежанку и засыпал, уткнувшись в ее мягкий бок. Даже когда Кейтлин звала его по имени, он сначала смотрел на Грейс, будто спрашивал разрешения у нее. Инстинкты, заложенные природой, и тепло, подаренное собачьим сердцем, помогли Реегару окончательно встать на лапки и начать новую жизнь. Он стремительно набирал вес, его шерстка стала блестящей, глаза чистыми и яркими, а характер
уверенным и любознательным. Он стал играть, прыгать, пытаться залезть на диван и даже гоняться за собственным хвостиком. Все это время рядом была Грейс, его опора, поддержка и источник безграничной любви. Кейтлин с умилением наблюдала за тем, как ее собака и котенок проводят время вместе. «Это настоящее чудо», — говорит она. «Я никогда не видела, чтобы Грейс так привязывалась к кому-то. У нее нет своих щенков, но материнский инстинкт у нее очень сильный. Видимо, они с Рейегаром нашли друг в друге то, чего им обоим не хватало — заботу и близость. Постепенно стало понятно, что пришло время искать Рейегару постоянный дом. Несмотря на то, как крепко он привязался к Грейс, Кейтлин знала, что это лишь временное пристанище. С каждым днем Рейегар становился все более самостоятельным, уверенным и активным котенком. Он был готов к новой главе в своей жизни, к настоящей семье, которая подарит ему любовь и заботу навсегда. Процесс поиска будущих хозяев начался. Фотографии Рейегара, где он спит, прижавшись к Грейс, или играет с ее хвостом, быстро разошлись по соцсетям. Люди были тронуты историей их дружбы, и в приют поступило множество заявок от желающих приютить котенка. Но Кейтлин тщательно выбирала. Она хотела быть уверена, что Рейегар попадет в лучшие руки. «Он особенный», — говорит она. «Его спасла любовь. Я верю, что именно любовь должна сопровождать его всю оставшуюся жизнь». Кто-то может сказать, что это всего лишь животные. Но на самом деле это история о взаимной поддержке, о невероятной силе привязанности и о том, как забота одного существа может спасти жизнь другому. Рейегар — не просто котенок, выживший благодаря медицине и уходу. Он, например, маленький символ того, как любовь, тепло и внимание способны творить настоящие чудеса. На сегодняшний день Рейегар все еще находится под опекой Кейтлин, но в скором времени переедет в новый дом, где его уже ждут. А Грейс? Грейс провожает его с грустью, но, похоже, понимает, что ее сын теперь готов к взрослой жизни. Она выполнила свою миссию, дала ему то, что когда-то он потерял — ощущение дома, тепла и того, что он любим. И, возможно, когда-нибудь рядом с Грейс снова появится еще один малыш, нуждающийся в любви. Ведь такие сердца, как у нее, никогда не остаются пустыми. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!